Собака из приюта родила щенков, но ветеринар понял, это вовсе не щенки. То, кем они оказались на самом деле, никто не был готов это поверить. В приют для животных привезли немецкую овчарку, найденную у шоссе. Она была истощена, почти не двигалась и явно была беременна. С первых часов стало ясно, с ней что-то не так. Она почти не ела, не спала и постоянно смотрела в одну точку, будто чувствовала приближение опасности. Даже ночью она не закрывала глаза, словно кого-то ждала. Когда начались роды, за окнами бушевала гроза. Сотрудники приюта затаили дыхание, надеясь, что все пройдет нормально. Но уже первый новорожденный вызвал тревогу у ветеринара. Это был не щенок. Тело выглядело непропорциональным, шерсть слишком темной и плотной, дыхание едва заметным. Когда появились остальные, стало ясно, все они одинаковые. В комнате повисла тяжелая тишина. Грейс тихо скулила, прижимая детенышей к себе, защищая их от любого прикосновения. Анализы показали невозможное. Их кровь имела странный металлический оттенок и содержала элементы, которых не должно быть в природе. На теле одного из малышей обнаружили тонкий шов, а под кожей – крошечный металлический чип. Ветеринар Харрис вспомнил старую историю о закрытом проекте по генетическим экспериментам над животными. Когда-то пытались создать устойчивые к болезням и радиации организмы. Программа была закрыта, но, похоже, не исчезла бесследно. Грейс могла быть одной из тех собак. И теперь ее потомство унаследовало изменения. Харрис и заведующая приютом Линда решили никому не рассказывать, пока не поймут, с чем имеют дело. Но слухи быстро распространились. Уже на следующее утро в приют позвонили. Голос на другом конце сообщил, что им известно о аномальном рождении. А через час к зданию подъехали черные фургоны. Люди в форме потребовали доступ ко всем помещениям. Когда они вошли в изоляционный блок, Грейс сразу почувствовала угрозу. Она встала перед своими детенышами, готовая защищать их до конца. Приборы подтвердили, они искали именно их. Прозвучал приказ нейтрализовать. Но в этот момент один из детенышей издал странный вибрирующий звук. Свет замигал, техника начала сбоить. Возникла паника. Харрис понял, другого шанса не будет. «Беги», – прошептал он. Грейс, будто понимая, схватила одного из малышей и бросилась к выходу. Линда успела включить аварийную блокировку дверей, задержав преследователей. Этих нескольких секунд оказалось достаточно. Грейс исчезла в ночи. Началась погоня. Под проливным дождем она бежала через лес, скрывая следы в воде. Лапы скользили по грязи, дыхание сбивалось, но она не останавливалась. В конце концов, она нашла укрытие под корнями старого дерева. Там она легла, прижимая детенышей к себе, защищая их своим телом. Харрис и Линда отправились за ней. Они понимали, если первыми найдут ее, есть шанс спасти хотя бы часть. Они нашли ее обессиленной. Один из детенышей был слишком слаб. Когда Харрис подошел, Грейс не зарычала. Она лишь посмотрела на него, спокойно и доверчиво. А затем осторожно подтолкнула к нему малыша. Она сделала выбор. Доктор бережно взял детеныша, понимая, что это его единственный шанс выжить. В этот момент в лесу послышались голоса. Агенты были уже близко. «Тебе нужно уходить», — тихо сказал Харрис. Грейс на мгновение замерла, словно поняла каждое слово, а потом поднялась и исчезла в темноте, унося остальных. Когда агенты добрались до поляны, Харрис сказал, что собака погибла. Историю быстро закрыли. Официально несчастный случай, ничего необычного. Но правда осталась. Спустя время приют вернулся к обычной жизни. Только иногда по ночам из леса доносился лай. Спокойный, живой. Где-то там Грейс выжила. Она больше не была объектом экспериментов. Она стала матерью, которая спасла своих детей любой ценой.